В этом зимнем лесу я прожила почти 5 дней. В первый день было аномально тепло, плюс 17 градусов. Я наслаждалась природой и даже искупалась в горном ручье. Потом занималась благоустройством, дорабатывала камин, делала окна, заготавливала дрова. В течение 5 дней погода сильно изменилась. И если вначале светило солнце и было по-весеннему тепло, то через пару дней пошли дожди, а затем началась метель. Температура упала до -5. И мне нравились эти изменения в погоде. Нравилось слушать дождь и любоваться метелью. Доброе утро, друзья! Сегодня уже не стала снимать сцену, как я выползаю из спальника, так как я с него уже вылезла, а обратно залезать-то пока и не хочется. Но между тем, сегодня именно, наверное, тот день, когда -5, листва замороженная, выпал легкий снежок, совсем такой легкий. Вот, холодно. И понимаю, что сегодня я либо должна целый день что-то делать, шевелиться, либо нещадно топить печь, но ее еще немножко все равно завершить. Кое-где она все-таки еще, дымит. А когда дымит, я начинаю открывать дверь. Оно так и приходится, натопить не получается. В общем, надо раздобыть еще более хорошую глину. Я как-то видела ее у реки, глину, то есть к реке надо пойти. Еще забавный момент. Ночью мне снился сон. И знаете, сон, когда не сам человек-герой, а какой-то персонаж. И вот я была в облике какой-то там девушки, которая живет в фэнтезийном и при этом средневековом мире. Весь сюжет не буду рассказывать, я расскажу только один, что она ночью выходит на улицу там из какой-то своей избы, а на улице снег, правда, сугробы. И вот я после этого сна просыпаюсь, выхожу на улицу, а там ночью мне показалось снега намного больше, все такое белое, и как будто снег метет, как будто туман. И так красиво мне показалось, лес таким сказочным мне показался. Я вернулась, залезла в спальник и вообще с очень счастливой улыбкой на губах заснула снова. И вот утром я просыпаюсь, сразу в окно, снега маловато. Хотелось бы больше, но между тем все равно какую-то красоту он навел. Да, сегодня либо шевелиться, либо в спальнике греться, потому что, допустим, вот так сидеть, как я сейчас сижу, с голыми руками, голой головой, я замерз. Шевелиться, сидя, не получится провести день. Только либо кутаться. Кстати, спалось мне хорошо, тепло. 2 флиски, потом я одела еще штаны, я вечером легла. И долго не могли у меня согреться именно ноги. Я ворочалась, мучилась, потом думаю, не. Одела штаны, одела у меня еще тут такой из блестяшки еще мешок на ноги, вот его одела. И тогда, да, согрелась, и всю ночь прям замечательно мне спалось. Я не люблю, когда мне холодно, поэтому все делаю, чтобы мне не было холодно. Куртка так у меня и лежала под головой, я ее использовала как подушку. Так, сколько времени? Время, ого, 9:05. Да, сегодня я более такая поздняя. Вот. Воду горячую я уже попила, расчесалась. Теперь надо завтракать, начинать день, трудиться по такому холоду. С глиной-то возиться по такому холоду, это не то же самое, что по теплу. Вот смотрите, как я начала поход этот. Было +17, солнце, красота, мне было жарко. А сегодня -5, снежочек, ветерочек, мороз. И еще что я хотела сказать. Вот пусть такое утро уж болтливое будет сразу, прям с разбегу. Это у меня первый опыт. Мне вообще нравится, что я расту, что у меня вот такой разнообразный опыт появляется, новый. Первый опыт, когда я одна в холодных условиях нахожусь долго, где-то очень далеко от дома. Тут не добежишь мгновенно домой. Тут, если что не так, то
уже опасность все-таки. Все-таки 3 часа идти не по дороге, а по буграм, хребтам, ну, как по дорогам таким заброшенным, которые заросшие, их едва видно. И для меня это новый опыт. Зима, горы, холод, я одна. И сегодня уже 4-й день, как я нахожусь в лесу. Для многих, я думаю, это мега странно, непонятно. И наверняка многие так опять будут мне писать: а зачем? Все хорошо, но я не пойму, зачем это? Зачем это? А зачем вообще вся жизнь? Зачем люди в шахматы играют, книги читают, вышивают крестиком, вяжут макраме, пилят доски, делают узоры, какие-то игрушки. Кто-то готовит много вкусной еды, хотя столько не нужно. Зачем вообще все в этой жизни? Просто мы все занимаемся тем, стараемся, тем, что нам более-менее нравится, что тем, чем нам хочется. Вот мне нравится строить халабуды, находиться в походе и даже где-то проверять себя, свою какую-то, может быть, выносливость, свои какие-то, может быть, знания, пополнять копилку знаний именно пребывания на природе, вот этого выживания. Вот эта хижина, она все-таки намного более суровая, чем домик из камыша. Домик из камыша там намного все круче сделано, там намного теплее, намного комфортнее. А это вот все-таки действительно бушкрафт строения, тут все-таки сурово. Здесь нету такого шикарного уюта. И это уже другой уровень, другой интерес. Не все же быть в уюте, так вот в тепло, практически как дома. Шикарная кровать, печь, тепло, стены утепленные теплоизолом. Ну, конечно, кто бы так не жил. А здесь другое. Ладно, разболталась. Все-таки разожгу печь, с ней все-таки веселее. Как бы там ни было. Так вот, эти дровишки у меня, которые надо подпиливать, я просто накидала в свое время побольше. Сухих, но не пилила. И двери я сегодня не открываю, то предыдущие 3 дня я прям темп все время отодвигала, чтобы было светло, хорошо, просторно. А сегодня не. Все-таки закрытым тентом намного теплее. Сломала. Это побольше. Наверное, ее пополам. Чем плотнее древесина, тем дольше горит.
Кстати, сейчас печка совсем нигде не травит. Это хорошо, дыма нет. Прекрасно. Прекрасно. У меня, как обычно, каша, двойная порция, чай, лепешка с сыром будет, с творожным. Сейчас налопаюсь горячей еды, и мне станет намного лучше. Не сказать, чтоб я там мерзла. Нет, не мерзла, такое. Легкая зябкость. О, и творожный сыр. Кстати, вот в таком замкнутом пространстве труднее проводить съемки. Места мало. Не знаешь, куда сунуть эту камеру, чтобы какой-то ракурс интересный сделать. А еще, на удивление, мне лицо и голову кто-то искусал. Вопрос, кто и когда? Ночь. Чувствую, что это происходит ночью. Главное, тела нет, только голову. Лоб. Кто-то кусает. Кто? Вот кто это может делать? Ну, как бы там ни было, с печкой все-таки веселее. Это однозначно. Это однозначно. Оп, сейчас на кастрюльку так, на горячую положу, согреется. Вот тут ждать, пока там все остынет, я не жду. Горячее хватаю. Едва настоится, и все. Ну и между тем, всем приятного аппетита. У меня еще осталась половина супа вчерашнего, как раз на обед будет. Ну и вообще, как думаю, сегодня я еще поработаю, тут побуду, переночую еще одну ночь, а завтра уже домой. Хотела 6 дней, на 6-й день выходить. Ну не, пойду на 5-й. За окном идет легкий снежок, такой легкий-легкий. Мне из домика совершенно не хочется выходить. Я умылась теплой водой, поела вкусно, почистила теплой водой зубки. Мне хорошо, тепло. И совершенно не хочется идти на улицу, возиться там с какой-то глиной. Хочется залезть в спальничек и слушать книжку. Я изо всех сил пытаюсь не поддаться лени. Хочется просто лежать, смотреть в окно и слушать аудиокнижку. В спальнике-то хорошо, тепло. Но я также понимаю, что нужно шевелиться, что-то делать. Так, я подумала, решила сходить за фотоловушкой, чтобы завтра за ней не ходить. Посмотреть,
Вдруг вчерашние кабанчики там поймались. Ниже по реке шли, по ручью. Ну, не буду загадывать, а то в прошлый раз так надеялась. Никого. С глиной не буду все-таки возиться. Перчатки мокрые. Это очень холодная работа. Руки будут замерзшие, грязные. Нет, не сезон. Оставлю доработку до теплых времен. Когда в следующий раз сюда приеду. Не знаю, когда. Приеду, приду. Вот. День мне очень нравится. Вот этот снежочек. Буду наслаждаться этим снегом, этой погодой. Пить горячий чай. Вот схожу за фотоловушкой. Может, еще столик доработал. Хочу второй ярус сделать для столика. Вот. Все-таки лень победила. Из-за активности у меня будет поход за фотоловушкой. К ручью погуляю вдоль ручья. Похожу, посмотрю, как там. Вот, кстати, купаться в ручье не хочется. Вот это я при плюс 17, при плюс 14 поплавала и хватит. Это кабанчики с ручья выбегали. Скользили. Вот так вот. Кстати, воды немножко поменьше стало. Это хорошо. Мне ж выходить. Чем меньше воды, тем мне проще будет выбираться. Тут скользили ровно. Ой, чуть не упала. Ровно по тому же маршруту, что и я хожу к фотоловушке. Вот. Да, вот они, следы. Поперли. Ладно. Вон она, фотоловушечка снегом засыпанная. Еду, конечно, смыла я ее где-то там. Ну, часть не смыла, часть смыла. Вся покрыта льдом, это не капли, это лед. Не отдирается, это только в хижину рядом с печкой положить, чтобы оттаяло. Вот. Потом смотреть. Вот тут все вздыблено. Явно вот это они вчера орали, дрались между собой. Все истоптано, вздыблено. То есть вот тут они и тусили, и потом вот там выбегали, скользили, дрались тоже, наверное. Все, возвращаюсь. Кстати, ходить в костюмчике очень жарко, очень тепло. Ну, как обычно. Движение очень греет. Все, снежок прекратился. И прогулялась, вот наверх поднималась, задыхалась, не знаю как. И подумала, что я же сегодня озвучивала, что прям хотелось бы поработать еще. А потом уже не озвучивала, сидела, думала. И очень важно в походе ловить сигналы организма. Не насиловать его. А организм мой говорит: хочу есть, хочу спать, хочу лежать, хочу валяться, хочу сидеть. Короче, организм мой говорит все, что угодно, только не работать. А если он так говорит, значит, так и надо. Так и есть. Он знает, что ему надо. Я, конечно, могу на силе воли заставить тело свое работать, но обычно это ни к чему хорошему не приводит. Тем более, как я говорю, завтра у меня выход. Реку преодолевать вброд, вверх идти, вниз резко идти. То есть нагрузка будет нормальная. Поэтому да, буду валяться, буду отдыхать, буду наслаждаться зимним, почти что таким вот заснеженным днем. Для меня это вообще уникальный опыт, что я одна в горах зимой. Это круто, буду наслаждаться. Да уж, посмотрела я сейчас кадры с фотоловушки, это капец. Никого вообще не поймалось, хотя кабаны, 100% там пробегали, а может и нет. Но зато я сняла фотоловушку и забыла ее выключить. И она наснимала кадров, как я ее несла. Вот это небо, колено там какое-то. Капец. В общем, я мега фотоохотник. У меня улов, сама себя наснимала. Вот и все. Да. В общем, я в спальничке.
Ну, правда, прежде чем улечься, сгоняла еще раз к ручью, установила снова фотоловушку, но не на том месте, где она была, а на том, где кабаны резвились. Посмотрим, что это даст. Не факт, что второй раз кабаны там будут идти, но если я вдруг сегодня вечером услышу, что они там, я буду локти себя кусать, что я не установила фотоловушку. Поэтому я ее установила. И далее организм мне говорит: все, спать, отдыхать. Почему-то хочется спать, хочется отдыхать. Организм говорит: все, стоп, 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 давай отдыхай, хозяйка. Мне многие пишут: ой, мне бы столько энергии, откуда у тебя столько энергии? На самом деле не все так просто, и многое же остается за кадром. Я, конечно, показываю те моменты, когда я энергично, бодра что-то делаю, и, конечно же, не показываю моменты, когда я ничего не делаю, не хочу делать. Вот как сейчас я не хочу делать, у меня нет на самом деле энергии для каких-то серьезных действий, хочется отдыхать. Печечку я пока не топлю, но она еще такая тепленькая от утреннего прогрева, от утренней протопки. И мне в спальничке хорошо. Сейчас буду слушать аудиокнижку, посматривать в окно, дремать. Ну, не знаю, в общем, отдыхать, лениться. Имею право, так сказать. Так что до связи, до следующего подключения. Поднялся ветер, частично разогнал тучи, выглянуло солнышко, но ветер все такой же холодный. Я, собственно говоря, продолжаю отдыхать, мне это очень нравится. Провожу время так, как мне хочется, но солнышко меня прям очень радует. Так классно, что оно светит. Красота! А вот с той стороны прям таки небо темное. Мне нравится, красиво, когда вот небо темное подсвечивает солнышком. Иногда пролетают редкие снежинки. Но вот этот кадр моей хижины с солнцем так нравится. Красота. Ну и, впрочем, время обеда. Так что пойду сейчас греть еду, кушать. Наслаждаться далее сегодняшним расслабленным днем. Прям хочу подогреть до горячего состояния. А еще я снова сделаю себе лепешку с творожным сыром. Ну да. И в этот раз хочу эту лепешку поджарить, рулетик. Думаю, это будет намного вкуснее, учитывая, что очень холодно на улице и всего хочется горячего. И вот как раз еще останется завтра на завтрак, будет замечательно. Все такое холодное, замерзшее. Оп. Так, супчик отставляем. Ой, моментально. Так, даже сразу снимаю. Горячий суп. Угу.
В очках невозможно есть горячее. Только что светило солнце, и вот уже метет снег. Как быстро все меняется. Ох, вот это уже повалило. Метелище. Даже деревья плохо видно дальние. Ух. Здорово. Лишь бы не занесло так, чтобы там метр снега. Буду потом выбираться. О, красотень. Снег, зима, декабрь. Я 4-й день в лесу. Как мне это нравится. Вот это метелище. Ух. А по прогнозу ничего подобного не было. Охо-хо. Кайф. Как же мне нравятся эти заснеженные пейзажи. Вот что значит сильный ветер. Только что была метель, а вот уже опять солнце. Но я внутри. Ох, какой ветрище. И уже растопила печурку. И буду заниматься делами мелкими. Я решила сделать еще одну емкость для хранения еды, где я тут разрезала уже. У меня остается много еды. И просто в пакете я не рискую оставлять, потому что запах. И мыши тут еще могут быть. Пока, кстати, мышей не видела, но от мышей... У меня тут скоро будет склад еды. Главное емкость тщательно вытереть. Можно, кстати, на печку положить, она не горячая, такая едва теплая, вот как раз пускай досыхает. Вот так вот. Кстати, как я наблюдаю за пламенем и снимаю огонь, да просто вот в эту щель направляю камеру, и все видно. Вот так проводятся съемки. Как оно? Вот эта щель как поддувало работает. Ну, правда. Я, кстати, уже немножко еще тут додумала, попробую варианты интересные, но уже не в этот раз. Главное не забыть, как я хотела сделать, в следующий раз реализовать. В общем, погода меняется каждые, я не знаю, 10 минут. То снег, то солнце, то ветер, то затишье, то пасмурно. Прям вообще. Снова метель. Кстати, через окно как-то плохо видно. Глазами лучше. Сразу стало темно, мрачно. Вот так.
Доброе утро, друзья! Посмотрите, какой сказочный лес за окошком. Снега стало еще больше. Красотища! И это была самая холодная ночь. Я укуталась по максимуму и спалось мне хорошо в итоге. Одела эту баф на голову, капюшон, спальник, все на себя. И ничего так. Ну все, сегодня день выхода. Полезу по этому снегу домой. Прикольно, наверное, будет. А там розовым подсвечено небо, там солнышко за горой всходит. Красиво так. Лес тихий. Кстати, ночью, полночи, ветрища, деревья трещали, пищали. Было даже так ух. А потом затихло все. Вот это такая тишина. И снег сыпал. Красотища какая. Кстати, я тут мечтала побывать зимой, именно когда снег. И моя мечта осуществилась. Вот это я хотела увидеть. Домик в снегу. Ну что, грею воду. Разливала воду тут на печку, на пол. Кошмар какой-то. Так вот. Специально оставила газ, чтобы не морочиться сегодня с печкой. Так, на завтрак у меня, как всегда, кашка, чай, остатки хлеба. Будет хорошо. И собираюсь, так сказать, в ритме вальса. Так как прохладненько, тянуть не хочется. Хочется уже на маршрут. Все гармонично. Поэтому за дело, так сказать. Сюда собиралась, было тепло. Поэтому думала, ой, как хорошо. И знала, что похолодает, но все равно вот где-то какую-то небрежность. Например, те же перчатки не взяла, только рабочие. А рабочие они вообще не греют. Ну еще, если что, в карманы буду руки прятать. Да идти будет не холодно, идти-то надо. Идти-то будет тепло. Такое дело. Последний пакетик чая. Ну, в смысле, тут запас чая огромный. Я просто все упаковала уже. Оставила именно на завтрак. И один пакетик кашки. Все. Куда поставить? Да, тут кашки я не даю остывать, конечно. Угу. Остывает она моментально. Все, собрала. Кстати, пока собиралась, разогрелась. Сняла одну кофту. Оставила только одну, потому что идти по-любому будет. Очень тепло. Так, не сидеть. И руки разогрелись. Все, матрасик, кстати, свернула рулончиком. Оставила теперь 2 пакета с едой. 2 баклажки. По дороге сейчас зайду за фотоловушкой.
Ну, что-то мне подсказывает, что там ничего нету. Сразу одену капюшон, потому что снег сыпет, из деревьев будет сыпать, чтобы не за пазуху. Рюкзак, конечно, намного легче, чем сюда. Никаких обвесов. Он я его не напихала так, чтобы он лопался. Нормально, в общем, запаса. Классно. Так это надоело уже таскать эти тяжелые рюкзаки. Вечно-то не тяну. Смотрите, по какой красоте я пойду. Вот вообще снег идет. Ай. Так, запасные аккумуляторы греются. Фух, ну все, пошла. Ага, а трекинговая палочка типа не нужна. Ну все, пока-пока, домик. Пока-пока. Вот такой ты снежный. Ой, какая красота. Смотрите, что происходит. Снег вообще повалил хлопьями. Ух ты, зима. Ну все, я собралась, пойду. В общем, фотоловушка. И по горам, вверх-вниз. Буду идти по этой красоте. И эту дорогу я все-таки буду снимать, потому что я никогда здесь не ходила во время снега. Вообще никогда. Это совершенно для меня уникальная возможность. Какая красотища. Кстати, сегодня 5-й день моего похода. И я в этом домике провела 4 дня и 4 ночи. 5-й день, день выхода. Какая же красота. Кстати, у меня неожиданно скользкая подошва. Я иду, так скольжу. То есть дорога будет значительно дольше, чем я думала. Приходится идти очень осторожно. Не хватало упасть. Кстати, воды стало еще меньше, и она почти очистилась. Это хорошо. Мне же через реку вброд придется переходить. Это будет, кстати, самая неприятная часть пути, потому что по ледяной воде не хочется сейчас гулять. А вот и фотоловушка. Вряд ли там кроме меня что-то снято. Иду так по краю практически обрыва. Поэтому сосредоточена. Иначе, ну как бы, я же говорю, подошва оказалась довольно-таки скользковато. Новые сапоги, еще не ходила в них по снегам. Из-за этого, скорее всего, дорога будет более длительной, чем мне хотелось бы. Скорее всего, больше 3 часов буду идти, потому что надо очень осторожно. Сейчас перейду на ту сторону и наверх, и туда наверх, на хребет. Тут же упала, ёпарасоте, включила камеру. Вот так я и буду идти. Ё-моё, чуть-чуть расслабишься. Главное не упасть так, чтобы упасть. Ё-моё. Включила камеру, думаю, сейчас буду спуск снимать. И тут же упала. Ёпарасоте. Никак расслабиться нельзя вообще. Вот это у меня будет долгая дорога домой, блин. Со скользкими поверхностями, признаться, вообще не дружу. Вот кто-то ловкий, даже любит поскользить. Но это не я. С детства никогда не любила скользить. А у меня там такой спуск довольно крутой будет. Один участок пути. Как я там буду скользить, я не знаю. На жопе, наверное. Наверное, на заднице. Фух. Вот такие ковришки. Прицепила камеру на грудь, потому что руки мне нужны свободные. И буду так идти. Опа. Одела, кстати, на рюкзак чехол, на сумочку с камерами чехол, потому что все время с деревьев падает снег. Ладно, меньше болтать, больше следить за дорогой.
кушерям. Будем мы сегодня лезть. Под этим кушерям. Будем мы сегодня лезть. Ну как, я буду лезть, а вы будете смотреть. Если останутся к этому моменту зрители. Опа. Опа. Ох, так. Тут главное залезть на этот бугор. Так. Конечно, это прикольно со стороны снимать, но я не возьмусь устанавливать штатив. Я его вообще спрятала, потому что он не мешает. Так, фу. Солнышко выглядывает. О, ляпота какая. Мне предстоит... Я еще только в начале пути. Так что путь только-только начался. Вот здесь надо залезть вот в эту горку. Как-то вот тут, наверное. Если получится. Ой, по скользкому. Наверное, придется всеми 4 конечностями. Иначе никак. Что-то я... Ой, блин. Соскальзываю. Ёпарасоте. Как же туда вылезти-то? Бедные мои ручки. Просто капец. А вот попробую по этому руслу. Может, там легче будет. Фух. Хорошо, у меня жарко. Руки мокрые, но согреваются. Да. Вот эта дорога обратно будет просто трындец. Просто трындец. Как я говорю, главное не упасть так, чтобы там травма какая-то. Вот это самое страшное. Хорошо придумала камеру на грудь цеплять. Как бы вообще ничего не снимала. Веточки, веточки. Ой, сухие веточки. Да, о, походу это старая дорога лесовозная. Прикол. Ух ты. Вот по ней немножко и пройду. Надеюсь, она идет туда, куда мне нужно. Но корректировать, конечно, надо. Наблюдать. Ох ты. Соскальзываю просто на пустом месте. На ровных участках. Потому что под снегом всякие веточки. И... Угу. Да, так. Туда я не знаю, куда она. Вот сюда я пройду. Птичка. Да, птичка. Так, и потом туда. Ой, пальцы капец. Не буду хитрить с новыми дорогами. Попытаюсь выйти на привычную. Ладно, пока выключаюсь. Самая неинтересная часть, когда я выйду на хребет там, ну, не буду говорить, гоп, пока не перепрыгнула, а то скажу, а там как начнется трешак. Вот знаете, честно, не всегда по трешак и хочется. Иногда хочется просто спокойно дойти домой. Вот так-то. Так кажется, что хочется трешака, не хочется.
Так, если мне моя ориентированная система не подводит, я скоро выйду на нужную мне дорогу. Это хорошо. Солнце светит. Я продираюсь. Кстати, по нужной мне дороге снег сыпется. Ну, тут так. Это так, образно говоря, дорога. На самом деле этими дорогами, я не знаю, наверное, не менее десятка лет не пользуются. Потому что они очень сильно заросли. Ой, чуть не упала опять. Видно эту красоту? Видно. Кстати, сейчас я иду вверх по скользкому. Ну, такой вверх. О, сейчас посыпется снег. Вверх, когда не слишком круто, легче идти по скользкому, чем вниз. Иду и любуюсь. Вот это солнце, снежный лес зимний. Это очень красиво. И снежинки падающие блестят в лучах солнца. Красотища. Горы и облака, и небо, и солнце. Ух. В общем-то, на хребет поднялась. Теперь такая часть по хребту. Довольно длительная, а потом вниз. О, какая красота. Ну, следы какого-то животного. Это свежий. Снег-то свежий. Он оттуда пришло. Тук-тук-тук-тук-тук. Я с такой красотой иду. Не только иду, но еще и любуюсь. Созерцаю красоту. Даже говорить ничего не хочется. Просто красота. Для меня-то это редкость. Кстати, по прогнозу, завтра дождь. Я на хребте позвонила своим родным. Вот. Потом уже, опять же, сети не будет. Чисто одна точка на хребте, где сеть есть. Вот позвонила. Сказали, что завтра дождь будет поливать. Так что это такая красота краткая. Надо наслаждаться. Вот это конкретно человеческие следы, наверное, охотник. Я тут и собаку слышала, да, и собачьи следы рядом. Даже, наверное, туда-обратно. Короче, охотник 100%. Все спустилась с хребта и выбираюсь, в общем-то, с леса. Дальше река, брод и уже дорога, просто дорога. Ничего такого. Ну, а тут вот так вот. Такие вот колючки, которые цепляются, конечно. Но, в принципе, их прижало неплохо. Машинами и снегом можно выходить нормально.
В общем, рассказываю, как было. Прошла часть пути по следам охотника с собакой. Вот. Ну, не то, чтобы мне хотелось, а просто он шел тем же маршрутом, что и я. Вот. А потом он повернул. А я как раз повернула на спуск. И тут меня собака его услышала. Как начала гавкать. И, в общем, я как ломанула. Я же думала, на спуске мне будет трудно. Не, ломанула так, что ого-го, со всей ловкостью. Не хотелось вообще встречаться с охотником. Не хотелось, чтобы он меня принял за дикую лань с оранжевым рюкзачком. Вот. И благодаря зато нежеланию встречи с охотником я очень ловко спустилась. И, видать, на этих же ощущениях очень быстро перешла реку. Просто моментально брод перешла. Конечно, ножки фигели от такой водички. Ну, сейчас мы уже хорошо. Я вытерла их, на сухие одела сухие носки. Тут, короче, все в джипах. Сейчас, кстати, дорога. Нет, это не моя дорога. Подходила к реке. Прям джип за джипом, музычка, как всегда. Вот. И вообще много следов по снегу. Вот чем ближе к населенному пункту цивилизации, тем больше всяких следов. Видать, люди тоже хотят на природу, когда такая красота. Это редкость все-таки здесь. Ну, наверное, охотники, а может и отдыхающие, не знаю. Ну, кто-то, короче, ломанул на природу. Дорога вот такая. Вся изъезженная. И грязь, и лужи. Тимчик себя хорошо показал при этих температурах. Вот. И мороз. Ну, я не знаю точно, какой был. По прогнозу должен был -5 быть. Вот. Идти просто замечательно. Не холодно. Чуть-чуть, может, жарковато. Чуть-чуть, конечно, потею. Вот, то есть запас удобный. В общем, я довольна. Если бы не джипы, дорога была бы белой, красивой. А так я шла по чистой горной снежной дороге. А тут грязища, что капец. Чисто не выйду, конечно, в люди. На этом все. С вами была Татьяна Гордеева. До новых встреч, до новых приключений, друзья.